царской России. Людей, которые приступали закон, ссылали на каторгу. Здесь были и уголовные преступники, и политзаключенные. Каторгой называлось место отбытия наказания. Чаще всего это была Сибирь, где каторжники отбывали срок, выполняя грязную, черновую работу. Прошло уже много времени, и люди забыли о каторге, называя так теперь в непринужденной беседе непосильную работу. Откуда же пошло это название? В XVII веке в России каторгами называли галеры, в большом количестве имеющиеся в турецком флоте. Греки называли галеры катергон. Отсюда это слово пришло в Россию. В XVI-XVII веках Турция воевала с европейскими государствами за господство на море и вовсю использовала свой галерный флот. Галера – это гребное судно с небольшим парусом. Для того, чтобы привести его в движение, необходимо несколько десятков гребцов. Турки использовали для этого силу рабов. Вассал Османской империи, Крымское ханство, постоянно совершало набеги на русские земли и в большом количестве приводило рабов, которых они потом продавали в Турцию, где их могли использовать также и на флоте. Гребцы помещались под палубой и были лишены возможности сопротивляться, выполняя приказы своих хозяев. Так русские впервые познакомились с каторгой. При Петре I начал создаваться флот, который первоначально состоял из галер. Понимая, что труд гребцов – работа очень тяжелая, и найти добровольцев для этой работы практически будет невозможным, царь приказал определять на галеры преступников в качестве меры наказания. Таким образом, каторга пришла в Россию. Впоследствии гребные суда были заменены на парусные, и заключенные стали использоваться на других работах. Но память о тяжелых днях, проведенных на галерах-каторгах, надолго осталась в народе.